Европе вообще не упоминает о первопричинах и требует только одного: немедленно прекратите боевые действия, дайте Украине и нам, европейцам, вздохнуть, выиграть время для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать оружием, деньгами киевский режим. А мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных сторон. И наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому, поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин этого кризиса. И надо отдать должное нынешнему американскому лидеру. После возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом и, по нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами. Мы это приветствуем, но, конечно, одного стремления мало, нужны практические шаги по устранению тех самых первопричин конфликта, которые президент России, члены его правительства неоднократно излагали и которые заключаются в неприемлемости для нас втягивания Украины в НАТО вопреки дававшимся за последние 35 лет обещаниям. Что касается американцев, то, как я уже сказал, они, по нашей оценке, заинтересованы разобраться в сути украинского кризиса. И это отражено было в ходе встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже 15 августа. Там были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании. Недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уитков, по итогам его встречи с президентом Путиным, обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. Это очень-очень важный результат, потому что была после Анкориджа определенная пауза. Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены. Мы не вынашиваем, президент об этом очень четко сказал, никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии, разумеется, на коллективной взаимной основе, в контексте изложенного выше подхода. Но это, повторю, это мы отвечаем за свои слова. А с той стороны царит откровенно милитаристский угар. И, как сказал наш президент, если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас. Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности. Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной.